Всем здорово. Citroen C4, двигатель EP6, стук гидрокомпенсаторов. Ну, звук я не записал, но вот стук. Все, кто говорят, что это у тебя стучат гидрики, ребят, ну это не гидрик. Раз, это раз, это вот два. Ну, они там все одинаковые. Смотрите, что сделала с поршнями. Это что такое должно туда было залететь, чтобы так его покоцать? Капец. Стук был какого рода? Он не менялся ни на холодную, ни на горячую. Он всегда был один у него был типа такой тон, так цок-цок-цок-цок-цок-цок-цок-цок. Он был не глухой, а вот именно цокающий звук. Вот. Стенки цилиндров, ну, относительно они целенькие. Задир на поршне на 4-м цилиндре есть, но тут, ну, не знаю. Наверное, не видно. Может быть, видно. Но заказал выушные в поршне. Будем смотреть, как оно, что оно. Не знаю. Опыта в ремонте у меня немного. Вот. Мотор дерьмо. Машина сама вроде бы неплохая. 10-й год. Вот. Ребят, если кто-то услышит звук, не похожий на стук гидриков, то кто-то говорит, стучит ремень, кто-то говорит, стучит цепь, не знаю. Я был на 4 станциях, где мне 4 разных вердикта ставили. Типа, у тебя там износ Ваноса. Ну да, износ на моторчике есть. Вот. Сейчас есть фокус. Ну, видно, что зубцы немножко отличаются от тех, что на начале и на конце червяка, но все же это не влияет на стук. Говорили, проблема вот с этим двигателем. Его отключаешь, звук не меняется. Говорили, проблема с ваносами самой шестерни. Ну, у меня их на руках сейчас нету, но тоже дело не в них. Полез вот в голову, а там такая фигня. Болтается поршень в цилиндре очень сильно. Вот. Ну, будут новые поршни. Подкинуто, соберу назад. Также буду менять эту вот трубку. Она, я не знаю, не видно сейчас. Вот есть такая, да, ее видно, трещина. Снаружи не видно, внутри видно. Вот, под замену. Термостат тоже под замену. Коробка мокрая. Вот, видно. Коробка мокрая. Откуда течет, я еще не разобрался, но это раз. Неудобно на разборке вышло, что вот в рампе с форсунками нету разъема. Это вообще жесть. Я, если ставить назад все буду, я впускной коллектор буду ставить на блок ФБЦ сразу, допустим.
Естественно, рампу я сразу не могу туда вставить. У нее нету разъема. Короче, как-то оно все так сделано через задницу. Не знаю. Не очень удобно. Хотел бы снять еще видео, как все ставить назад буду. Я думаю, там уже немножко поинтереснее будет. А так, пока вот что есть. Так что пока-пока. А там видно будет.